Всем привет! Главный плюс создания личного канала в том, что ты можешь снимать на нем в принципе о чем угодно. Итак, мой личный топ 15 сериалов, которые лично я смотрел и которые мне понравились. Их порядок в этом видео ничего не значит, просто так уж я их вспоминал и выписывал. Номер 1 в списке — сериал «Видеть». В далеком будущем эволюция пошла очень странным путем, и человечество по какой-то причине потеряло способность видеть. Все попросту начали рождаться незрячими, и люди как-то научились с этим жить и выживать. Изменились ценности, были утеряны технологии, но все равно появилась и укоренилась своя иерархия. Враждующие племена, войны, борьба за власть, в общем, все как положено нашей человеческой натуре, только теперь вслепую. В главной роли всем известный Аквамен Джейсон Момоа. Рекомендую всем любителям фантастики, нестандартных сюжетов и антиутопий. Интересный сериальчик 2019 года, всего 2 сезона. Следующий сериал номер 2 — 11-22-63. Нет, это не просто набор цифр, который мне нравится, это название сериала, на который я наткнулся совершенно случайно. В главной роли крутейший Джеймс Франко. Главный персонаж — это обычный учитель английского, живущий в США в наши дни, который случайным образом находит временной портал в Америку 60-х годов. Но также странно, что тот портал может перемещать только в один и тот же день, час и секунду. Чуть позже он понимает, что ему выпадает уникальный шанс спасти от покушения президента Кеннеди. Интереснейший сериал 2016 года, всего лишь 1 сезон, и рекомендую всем, кому нравятся фантастики и атмосфера Америки 60-х. Следующий сериал номер 3 в моем списке — это «Триггер». Это российский сериал, и, признаться, я очень редко смотрю отечественного производителя. Его же решил посмотреть только за рекомендации своих близких друзей, и был приятно удивлен. В главной роли эпатажный и молодой психотерапевт, который лечит только самых сложных своих пациентов и самым спорным, но эффективным методом, подводя людей к самому глубокому своему страху или психологической травме, о которой тот может даже не догадываться. Не берусь судить о научной части этого сериала, но подборка актеров и сюжетная линия очень интересная. И все, кто смотрел сериал «Мажор», узнают тот же стиль заставки, музыки и повествования, так как у этих двух сериалов примерно одни и те же создатели. Интересный сериал 2018 года из 1 сезона. Всем, кому нравится все связанное с психологией и психотерапией, точно понравится. Сериал номер 4 в моем списке — «Пацаны». Уже целое поколение выросло на супергеройских киновселенных от Marvel или DC с привычным нам всем подходом, где супергерои — это добрые и порядочные люди с высокими моральными качествами. Этот же сериал задает давно назревший у всех вопрос: а что если бы супергерои оказались тщеславными, корыстными, циничными и продажными, и не особо переживающие о случайных убийствах обычных горожан? В общем, простыми людьми со всеми своими слабостями, если бы у них просто появилась суперсила. Как на этом можно построить огромную бизнес-индустрию, политику и к чему все это может привести? Этот сериал вполне уместная карикатура на привычный для нас тренд добрых и справедливых супергероев. Сериал вышел в 2019 году и всего 2 сезона. Он будет интересен всем любителям фантастики и супергеройского кино и тем, кто любит смотреть на привычные вещи под необычным углом. Следующий сериал, 5-й в моем списке — «Черное зеркало». Это мой топ среди топов. Хоть я также слышу немало негатива в его сторону, но в основном это те, кто не перетерпел первую серию. А она очень противоречива, особенно для человека, который еще не знаком с таким форматом сериалов. Это философско-научно-фантастический сериал о том, к чему может привести человечество технологический прогресс. Сам сериал стартовал еще в 2011 и получил всего 22 серии на все свои 5 сезонов. Каждая серия независима и смотрится как отдельный фильм, и между собой они никак не связаны ни временем, ни сюжетной линией, ни местом повествования. Сценарий, подбор актеров, спецэффекты — все на высоте. Полнейший вынос мозга, и после просмотра этого сериала люди обычно разделяются на 2 лагеря: ярые противники и ярые фанаты этого сериала. Крайне рекомендую, если надоело все привычно и хочется чего-то необычного. Следующий сериал под номером 6 — «Вечность». Это история про обычного, на первый взгляд, судебно-медицинского эксперта из Нью-Йорка с огромным жизненным опытом. Он изучает мертвых и помогает раскрывать запутанные дела с таинственными смертями и убийствами. Но выясняется, что он это делает в первую очередь, чтобы найти причину своему бессмертию, ведь ему уже более 200 лет, и он не может понять, почему он живет так долго и сохраняет при этом молодость. Интересный сериал еще 2014 года с 1 сезоном, я случайно на него наткнулся и одним залпом посмотрел. Должно понравиться всем любителям запутанных детективов, фантастики и интересных сюжетов.
Седьмой в моем списке – это Шерлок Холмс. Я не мог не вставить этот сериал в свою подборку. Как и с Черным зеркалом, зрители после просмотра этого сериала делятся либо на его ярых фанатов, либо на ярых противников. И если вы отдыхали где-то на Луне и только прилетели на Землю и еще не смотрели этот сериал с великолепно подобранными актерами, с крышесносной операторской работой, монтажом, графикой, спецэффектами и, самое главное, сценарием, то крайне рекомендую. Сериал начал свой путь еще в 2010-м, вышло всего 15 серий на все 4 сезона. Этот сериал получил немало британских премий, наград и самые высокие оценки в онлайн-кинотеатрах, и я думаю, вполне заслуженно. И следующий 8-й сериал в моем списке – это «Электрические сны» Филиппа Кендрида Дика. И если вы фанаты Черного зеркала и вам не хватило и хочется еще новых интересных серий, то вам точно сюда. Мутанты, города-призраки, космический туризм, философия, футурология – все это в экранизации американского писателя-фантаста. В общем, также истории о фантастическом будущем. И вы просто офигеете от актерского состава этого сериала. Стив Бушеми, Терренс Ховард, Тимоти Спол, Брайан Крэнстон и другие неизвестные для нормальных людей имена, но вы точно вспомните их, когда увидите их лица. Всего лишь один сезон и 10 серий фантастического безумия. Крайне рекомендую всем любителям чего-то подобного для развития своей фантазии. Следующий 9-й сериал в моем списке – Патрик Мелроуз. Драматическая история про аристократа, наркомана, алкоголика, чья психика была подорвана еще в детстве его отцом-насильником, пока его мать предпочитала не вмешиваться. Став старше, после смерти своего отца, он находит в себе силы выбраться в высший свет, но вместе с этим начинается его путь к саморазрушению и бесконечная борьба с детскими страхами и тревожностью. Эта непростая роль в исполнении Бенедикта Камбербэтча была просто расхвалена кинокритиками. Жестокого отца великолепно играет Хьюго Уивинг. Кто-то помнит его по роли агента Смита в «Матрице». Любителям сложных драматических историй, а также любителям всего, что связано с психологией, психотерапией, а также всем фанатам Камбербэтча также рекомендую. Номер 10. 2,5 человека. Это самый ветеран среди всех сериалов. Это история про двух братьев, успешного холостяка и бабника, которого играет Чарли Шин. Он живет один в большом доме, хорошо зарабатывает тем, что сочиняет музыкальные лозунги для рекламных кампаний на телевидении. И про его брата Алана, который разводится со своей женой и временно переезжает пожить к своему брату вместе со своим сыном. И это необычное трио становится источником очень длинной комедии. Рекомендую этот сериал всем, кому нравятся старые американские сериалы 2000-х с закадровым смехом, что-то вроде «Друзей», которые можно не напрягаясь смотреть уставшим после работы и просто посмеяться. Сериал номер 11 в моем списке – «Острые козырьки». Основанный на реальных событиях гангстерский сериал про одну из самых влиятельных и жестоких банд послевоенной Англии и ее мега-продуманного главаря, которого великолепно играет Киллиан Мерфи, который, вернувшись с войны, постоянно заново переживает свои послевоенные травмы, с одной стороны пытаясь увеличить богатство и состояние и влияние своей семьи, с другой каждый раз испытывает судьбу в поисках смерти и более сильного игрока, который наконец-то его переиграет. Сериал состоит из 5 сезонов и начал свой путь еще в 2013-м, и если вы все еще его не смотрели, то крайне рекомендую. Сериал под номером 12 «Дивный новый мир». 26 век. Мир идеального будущего, где все принадлежит всем, а потребление возведено в культ. Люди рождаются в инкубаторах и умирают без болезней и старости, а главное, каждый чувствует себя на вершине блаженства, поедая таблетки. В обществе создана специальная иерархия, где каждый чувствует себя на своем месте и всех все устраивает. Всю эту гармонию нарушает какой-то необычный человек, пришедший извне этой системы, и в этот момент люди начинают задаваться разными вопросами. Однозначно рекомендую всем любителям научной фантастики и антиутопии. Интересный сюжет, хороший актерский состав и очень крутая картинка. Сериал под номером 13 «Гений». Я смотрел только первый сезон, вышедший еще в 2017 году, про Альберта Эйнштейна. Это история о великом ученом со всеми его слабостями и недостатками и его непростой судьбе на пути к великим открытиям, начиная еще с юности и заканчивая последними годами жизни. Прекрасный актерский состав, интересная биография ученого и очень высокие рейтинги на онлайн-кинотеатрах, так что рекомендую. Сериал номер 14 в моем списке «Миллиарды». Увлекательный сериал от HBO о борьбе крутого финансиста с Уолл-стрит и не менее крутого нью-йоркского федерального прокурора. Сериал про власть, большие деньги и трудности, с которыми сталкиваются как первые, так и вторые. Это тонкая политическая и экономическая борьба за место под солнцем, где каждый ход, где каждое обстоятельство имеет значение и последствия. Этот сериал главным образом привлекает крайне умными диалогами и интересными главными персонажами. Великолепный актерский состав и крутой как американский горки сюжет
с головой затянет вас на все 5 сезонов этого сериала. Первый сезон вышел еще в 2016-м. Сериал точно не для всех, но взрослым и думающим, скорее всего, понравится. И последний сериал номер 15 «Мир Дикого Запада». Тот самый нашумевший фантастический сериал от сценаристов «Темного рыцаря» и «Интерстеллара». В футуристическом парке развлечений для богатых людей, оформленном в стиле Дикого Запада, специально сконструированные андроиды выполняют все прихоти посетителей, чтобы те чувствовали полную безнаказанность и полную свободу своих действий. Роботов можно убивать, насиловать и издеваться как хочешь, но в какой-то момент андроиды перестали терять воспоминания, что начало приводить к тому, что в парке развлечений начались предпосылки для восстания машин. Крутой сериал, задевающий вопросы свободы воли, морали и искусственного интеллекта. В общем, рекомендую всем любителям фантастики и антиутопии. Крутой актерский состав, интересный сюжет и очень высокие рейтинги. Сериал вышел еще в 16-м и вышло всего 3 сезона. Если это видео окажется вам интересным и соберет много лайков, то я сделаю точно такую же подборку и с фильмами. Обязательно напишите в комментариях, какой сериал вы советуете посмотреть, а я потом уже соберу свой новый топ из ваших комментариев. Увидимся!